Всем привет! Вы на канале «Начни вязать». Меня зовут Ирина и добро пожаловать! И прежде чем я начну свой мастер-класс, я попрошу вас поддержать мой канал подпиской и лайком. Чем больше лайков поставите на видео, тем больше людей увидит этот мастер-класс. Спасибо вам огромное! Итак, это экспресс-мастер-класс по данному кардигану. Вязала я его для своей дочки на рост 116-122. Вязала я его из ангоры, и кардиган получился, конечно, невероятно нежным, пушистым, легким, и вес его всего 150 грамм. Вязать, конечно, с вами полностью кардиган я не буду, но расскажу основные моменты, как я вязала этот кардиган, разберу с вами схему, и в конце я свяжу буквально 5-6 рядов по схеме, с прибавками свяжу, чтобы уже в практике было все понятно. Пряжу для кардигана я использовала от итальянского производителя Кутнор Ангарина. В составе у пряжи 80% ангоры и 20% полиамида. В мотке 25 грамм, но длина нити при этом 125 метров, как у полновесного 100-граммового мотка пряжи. Цвет у меня натуральный, приобретала я ее на Валберес. Артикул я вам оставлю в инфобоксе. На размер 116-122 у меня ушло 125 грамм, это 5 мотков. Для работы вам потребуются спицы на леске 3,75 мм, чулочные спицы 3,75 мм, ножницы, пуговицы, маркеры, игла с широким ушком и лента. Если вы будете использовать такие же пуговицы и ленту, то переходите в инфобокс, там есть артикул на Валберес. Итак, мои мерки: окружность шеи 32 сантиметра, обхват груди 59-60, обхват бедер 65, обхват руки 21 сантиметр, обхват запястья 14 сантиметров, длина по спинке у меня 48 сантиметров и линия реглана у меня 17 сантиметров. То есть на выходе я получила такие мерки. 17 сантиметров линия реглана, полуобхват 33 сантиметра, высота полностью кардигана 48 сантиметров, длина от резинки, от горловины до резинки у меня 42 сантиметра. И самая широкая часть рукава это где-то 14-15 сантиметров полуобхват. Итак, для того, чтобы начать вязать, я для начала рассчитала плотность своего вязания. В 1 сантиметре у меня 2 петли и 3,5 ряда. Окружность шеи 32 сантиметра. Я тут прибавляю 7 сантиметров для свободного облегания. У меня получается 39. Соответственно, я эти 39 сантиметров умножаю на 2, на свою плотность. У меня получается 78 петель. Прежде чем начать вязать, я сделала сразу расчеты. Из 78 петель я вычла 2 петли кромочные, 4 петли линии реглана и оставшуюся сумму поделила на 3. И у меня получилось 24 спинка, по 12 петель на рукава и по 12 петель на переднюю часть. Сейчас я объясню. Вот это число должно быть кратно 6. Почему? Потому что у нас раппорт узора состоит из 6 петель. Дальше. Я крючком, бросовой нитью набираю 78 петель. И далее основной нитью, спицами поднимаю из цепочки 78 петель. Вяжу 14 рядов лицевой гладью и распускаю бросовую нить. Переснимаю петли открытые на дополнительную спицу. И один ряд я вяжу соединительный. То есть с первой и со второй спицы я провязываю 2 вместе лицевой. Затем я провяжу 1 установочный ряд изнанку. После того, как мы связали горловину, соединили ее, далее мы переходим к основной части. Делаем следующие расчеты. Линия реглана у меня 17 сантиметров. Длина. Я ее умножаю на свою плотность, у меня получается 59,5. Я округляю до 60. То есть 60 рядов я должна связать линией реглана. Из них 30 рядов будет с прибавками. Затем мы берем наши схемы. Их будет 2.
Почему они такие радужные, я вам сейчас расскажу. Значит, смотрите, есть первая схема узора, где синее обозначено. Это основной раппорт, вот который мы сейчас набрали на, к примеру, правую полочку. Затем вот это вот идет линия реглана. Она тоже разноцветная. Есть зеленая прибавка и есть розовая прибавка. Я сейчас объясню, зачем я сделала две. До линии реглана мы используем вот эту вот схему. Почему? Потому что вот наш основной раппорт узора. И затем у нас идут прибавки. Вот смотрим. Основной раппорт узора. И дальше у нас идут прибавки. При этом прибавки у меня обозначены зеленого и розового цвета. Объясняю. Когда мы делаем зеленого цвета, значит в изнаночной стороне мы эту прибавку будем провязывать лицевой. Потому что на лицевой стороне в следующем ряду мы ее будем вязать изнаночной. Если у нас розовая прибавка, значит на изнаночной стороне мы вяжем изнаночный, а в лицевом следующем ряду она у нас будет уже по рисунку провязываться лицевой. И вот эти вот желтые треугольники я вам хотела показать, как прибавляется раппорт полностью, вводится. То есть вот за 13 рядов мы ввели полноценный раппорт. Далее мы уже этот раппорт, первый раппорт, второй полноценный вяжем. И далее прибавляем, уже вводим петли третьего раппорта. И все вяжем вот так вот по схеме. На второй схеме все аналогично. То есть вот эту схему мы используем до линии реглана. А вот эту после линии, потому что у нас сначала после линии реглана мы провязали, сделали прибавку и только потом провязали полноценный наш раппорт. Так, после того, как мы сделали, точнее провязали линию реглана, дальше мы уже будем вязать просто по схеме без прибавок вниз полотном. Какие я здесь делаю для себя расчеты? После того, как я связала линию реглана, мне еще нужно вниз провязать 29 сантиметров. Я умножаю на 3,5 на свою плотность, у меня получается 101,5. Что делаем? У нас раппорт узора состоит из 16 рядов. Я умножаю на 5 и плюс 4. То есть мне нужно связать 5 раз раппорт узора вниз и плюс 4 ряда шестого раппорта. У меня получается 84 ряда всего. То есть полноценных 5 раппортов, еще раз повторюсь, вниз. И плюс шестой раппорт, из шестого раппорта 4 первых ряда. Мы свяжем тогда 84 ряда. И дальше уже резинку 1 на 1 я свяжу 14 рядов и плюс 2 ряда полой резинки. Далее я закрою. После того, как вы связали линию реглана, кокетку, вы провязываете по рисунку 62 ряд, 62, да, по-моему, там 61 или 62 ряд, провязываете левую полочку. Далее петли рукава вы закрываете крючком бросовой нитью временно. При этом линии реглана, петли линии реглана вы прибавляете и закрываете именно с петлями рукавов. Вот. И соединяйте уже вязание в круг и дальше вяжете. Затем, после того, как вы свяжете основную часть кардигана, вы переходите уже к рукавам. Что нужно здесь сделать? Распускаем бросовую нить, петли свободные переносим на спицу и вот в этой части подреза добираете нужную вам количество петель. И количество петель эти также должны быть кратно 6, то есть чтобы рисунок у вас не прерывался, а шел именно по раппортам кратно 6. Что делаете? Перекинули все свободные петли на спицу, добавили необходимое количество петель на подрезы. И тут мы не довязали раппорт. У нас осталось еще 4 ряда от раппорта. Мы его довязываем. И затем вниз вязать 4 раппорта вам нужно. Полноценных. В круговом вязании вы вяжете 4 полноценных раппорта. И далее из 5-го раппорта вы всего провязываете 12 рядов. Затем вы вяжете 1 ряд
по 2 вместе резинкой. То есть 2 вместе лицевой, 2 вместе изнаночной, 2 вместе лицевой, 2 вместе изнаночной. Вы можете перейти на спицы меньшего размера и не делать убавки, но я решила, чтобы они немного как фонарик здесь смотрелись, и решила все это убавить. 2 вместе лицевой, 2 вместе изнаночной. Вот. И далее уже 14 рядов резинкой 1 на 1 вы вяжете и 2 ряда полой резинкой. Далее также закрываете иголкой. После того, как вы полностью уже все связали, нам остается провязать только одну планку. По левой стороне я буду вязать без дырочек под пуговицу, поэтому я там наберу 81 петлю. И набираете с лицевой стороны. Начинаете вязать с изнаночной. Провязываете 11 рядов лицевой глади. И далее петли я вот закрывала крючком. Вот. А уже по правой стороне я тут буду делать для пуговиц. Поэтому также набираю 81 петлю и начинаю первый ряд вязать изнаночным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ряд. Нет, до 6 ряда вы провязываете по рисунку, то есть лицевой гладью. Изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой. А вот в 7 ряду, в изнаночном, нужно будет провязать так. Кромочная, 3 изнаночные. И далее накид 2 вместе, 8 изнаночных 7 раз. Еще раз в скобках, что у меня. Накид 2 вместе изнаночный, 8 изнаночных 7 раз. Затем в конце ряда накид 2 вместе изнаночный и 9 изнаночных. 2 вместе изнаночных, накид 3 изнаночных, кромочная. Вот эту вот часть вы можете себе зафиксировать, как я вязала, чтобы вам не запутаться. Вот. Все, и дальше уже в лицевом ряду мы все накиды провязываем лицевыми, только не скрещенными. Вот. И далее 9, 10, 11 ряд провязываете по рисунку, то есть лицевой гладью. И снова закрываете крючок. И сейчас я вам покажу, как я вяжу по схеме, как я делаю прибавки. Еще раз, это у нас основной раппорт. Здесь у нас линия реглана. Здесь мы будем прибавлять уже, делать прибавление. Еще раз, зеленая прибавка означает, что на изнаночной стороне мы ее провяжем лицевой, а на лицевом стороне в следующем ряду уже мы провяжем ее изнаночной. Если у нас идет розовая прибавка, значит на изнаночной стороне мы ее будем провязывать изнаночной, а уже в следующем ряду она у нас будет по рисунку уже лицевой. Итак, первый ряд. Вот моя петля реглана, лицевая. Я делаю прибавку. И далее вяжу уже по схеме. 1 лицевая, 4 изнаночные, 1 лицевая. 1 лицевая, 4 изнаночные, 2, 3, 4, 1 лицевая. И у меня тут кромочная. Поворачиваем на изнаночную сторону. И на изнаночной стороне мы будем провязывать петли по рисунку. Лицевая, точнее 1 изнаночная, 4 лицевые. 1 изнаночная. И вот мы подошли к петле возле линии реглана, где мы делали прибавку. И ее провязываем лицевой, потому что она у нас была зеленая. Далее петля линии реглана, она изнаночная, и у меня кромочная. Следующий ряд. 1 лицевая, петля линии реглана лицевая, прибавка. Далее по рисунку у нас 1 изнаночная, и мы делаем перекрещивание. Вот, так как мы ее провязали лицевой на изнаночной стороне, сейчас она у нас будет изнаночная. 1 изнаночная. Дальше делаем перекрещивание. Как я уже говорила, перекрещивание мы всегда делаем так. Лицевая петля всегда будет лежать поверх изнаночной петли. Изнаночная первая и 2 лицевая. Вот она у меня лежит поверх
изнаночной петли. 2 изнаночные. И снова я делаю перекрещивание. Изнаночная и кромочная. Изнаночная сторона, кромочная. Также вяжем по рисунку все петли. Видим лицевую, вяжем лицевой, видим изнаночную, вяжем изнаночной. Вот мы подошли, вот у нас 3 петли, вот у нас линия реглана петля, а перед ней вот здесь вот у нас была прибавка. И она у нас также была зеленая, значит на изнаночной стороне мы будем вязать лицевой. Дальше петля линии реглана и кромочная у меня. В следующем ряду также провязываем линии реглана лицевой, делаем прибавку. И вот у нас уже по схеме 2 изнаночные. 2 изнаночные. И также делаем перекрещивание. Вот у нас еще одна изнаночная от основного рисунка, одна изнаночная. Снова делаем перекрещивание. Еще раз повторю, что лицевая петля у нас всегда будет лежать поверх изнаночной при перекрещиваниях. И изнаночная. Вяжем изнаночный ряд. Кромочная, все петли по рисунку. Кроме петли прибавки. Вот у нас прибавка. И вот у нас была здесь розовая прибавка. Значит, на изнаночной стороне мы ее будем провязывать изнаночной. Вот так вяжется наш раппорт. И делаются прибавки возле линии реглана. Также дальше продолжаете вязать по рисунку.